33 года вышел на пенсию. Да. У меня 7 лет в общей сложности заняло. Все против тебя настроено. Надо полностью на 110% себя отдавать. Здоровье приходит в норму очень быстро. Давай про стартап еще. И далеко не все, даже успешные стартапы могут продаться, потому что... Деньги не подняли. Что с вами не так? Я не знаю ни одного случая, кроме нашего, когда такого бы не было. Не, нам не нужны инвестиции. Они говорят, да нет, но он когда-нибудь тебе точно понадобится. Давай, приходите, там у нас на ланч, там трали-вали. В первый день тебе выплачивают там 40-50 тысяч долларов. 80 часов работал без выходных, и мне наши программисты сказали, так, чувак, больше ничего не кушай, фигню свою, хороший ли ты CEO, все ли ты делаешь правильно, лучше Стива Джобса и Илона Маска. Очень многие, я знаю, даже не верят вот в такую возможность, думают, такого не бывает, этого не случается, и надо оказаться правым только раз. Достаточно построить один успешный стартап, чтобы до конца жизни не волноваться о своей зарплате. Ну, привет. Привет. Сколько прошло времени уже? Прошло времени много, 4,5 года с предыдущего интервью. Вау. Да. Много поменялось. Много поменялось, да. Что произошло за эти 4,5 года в профессиональном и личном фронте у тебя? Да, много событий произошло на профессиональном фронте. Насколько я помню, тогда у нас было всего 3 человека в компании, и мы вроде как только делали первые такие серьезные шаги. Вот. На данный момент, то есть 4,5 года, у нас компания в прошлом году продалась, вот, сделали успешный экзит, как здесь говорят, и в данный момент я на пенсии. Вот. В личном плане тоже много всего произошло. У меня 2 детей родилось, и мы переехали в пригород Сан-Диего, город Карлсбад, и наслаждаемся жизнью. Классно. Ну, поздравляю с экзитом. Ага. Поздравляю с переездом в Сан-Диего. Спасибо. В Карлсбад. Говоришь, что ты на пенсии. Ну да. Это классно. Сколько тебе сейчас лет? Сейчас 34, вышел в 33. 33 года вышел на пенсию. Да. Ну, ты как-то планируешь там дальше развиваться, какие-то там проекты? Просто в прошлый раз, когда мы с тобой общались, ты сказал, у тебя как минимум ты хочешь 3 компании открыть. И чтобы одна была успешнее другой. Ага. Ну, насчет 3 я не знаю. Я думаю, что в какой-то момент, может быть, у меня появится желание что-то сделать, какой-то там следующий проект. На данный момент пока что мне хочется какими-то другими вещами позаниматься. Я обожаю путешествовать и какие-то другие, не связанные с работой, деятельность какую-то хочется там побольше сделать, на которую никогда времени не хватало, да. И в данный момент я говорю, что я на пенсии, но в какой-то момент, я не знаю, там через сколько-то лет, возможно, станет очень скучно, и я решу, что вот пора сделать что-то еще. На 3 компании я не уверен, что хватит времени, потому что, как правило, то есть первая компания, понятно, что вот у меня это 7 лет в общей сложности заняло, да, от и до. И как мне кажется, что если я что-то буду делать, то я буду делать что-то более масштабное. И, наверное, логично предположить, что это займет еще больше времени. То есть, а там уже и до реальной пенсии недалеко. Вот, так что посмотрим, как пойдет. Но пока я на таком этапе, который мне очень нравится. То есть я могу заниматься, чем мне нравится. И какой-то вот такой перерыв в профессиональной деятельности, он, мне кажется, очень полезен. То есть ты наслаждаешься сейчас временем, у тебя вообще нету никакого желания пока чем-то заниматься? Нет. Нет. Еще, я знаю, ты «Железного человека» закончил недавно. Как расскажи, какой у тебя опыт? Собственно, после экзита, то есть нас купили в сентябре 2018 года. Я отработал на компанию, которая нас купила, где-то 1,5 месяца, больше меня не хватило. Очень сложно, когда всеми руководишь, после этого кому-то подчиняться. И, понятное дело, что нас купила довольно-таки крупная компания с процессами, которые там устоявшиеся. И, в принципе, мне не обязательно там было долго работать, поэтому, я дела передал.
Плюс компания находилась в Бостоне, ну, а мы любим климат потеплее. Вот, поэтому из Бостона мы переехали сразу после этого. Ну и мне нужно было какую-то цель, да, какую-то поставить для себя цель на 2019 год. И хотелось, ну, вплотную заняться своим здоровьем. То есть во время стартапа всегда здоровье почему-то отходит на второй план, хотя это очень важно. И я подумал, что, ну, можно каким-то образом это наверстать. Конечно, на 100% не получится, но хоть в какой-то мере вот подготовка к Ironman, она позволяет добиться, ну, по всем вот параметрам, да, каким-то, которые можно, ну, померить там, да, в организме. В общем, здоровье приходит в норму очень быстро. И с февраля, вот я начал в феврале тренироваться, до этого никогда триатлоном не занимался, и пришлось очень много чему научиться и подготовить свое тело к тому, чтобы проплыть, проехать, пробежать эту дистанцию. И в ноябре, вот после 10 месяцев тренировок, я, ну, не без труда, естественно, но дистанцию эту закончил и очень доволен. Сейчас беру небольшой перерыв, вот лыжный сезон начался, хочу побольше на лыжах покататься. Хочешь еще потом пробежать или проплыть? Это всегда очень сложно, потому что, ну, как бы считается таким пиком, да, эта гонка, и то есть, если что-то делать, что-то большее, да, больше уже что-то как-то это совсем будет, наверное, во вред больше здоровью. Такие дистанции, они, конечно, на организм очень сильно сказываются. Поэтому пока что я решил взять перерыв. Я записался еще на одну гонку, как раз у нас недалеко от того места, где мы живем. Это будет половинка дистанции айронменовской, то есть это, что это значит, там, ну, примерно 2 километра проплыть, 90 проехать на велосипеде и полумарафон пробежать. То есть это половина дистанции Ironman, которую я в ноябре закончил. Не так сильно к нему надо готовиться, и вроде как около дома. То есть, ну, просто ради какого-то разнообразия хочется вот это сделать. Это в апреле будет. А так, в принципе, я думаю, что вряд ли я еще буду полные дистанции выполнять, потому что, ну, все-таки это требует огромной нагрузки. Вот в течение довольно-таки долгого промежутка времени это практически полноценная работа получается. То есть много уходит времени. Вот. Но чем-то активным я, конечно, хочу всегда заниматься. Там сейчас я плаванием стал заниматься более усиленно. Вот. Ну, так за здоровьем пытаюсь следить. Сколько часов в день нужно заниматься, чтобы подготовиться к триатлону? Ну, сколько у тебя уходило? Ну, там по возрастающей идет. То есть, когда я начинал, там, ну, час где-то в день тренировка была. То есть, там всего лишь, ну, 6 часов в день, да. Обычно тренируются 6 дней в неделю и 1 день полностью перерыв. То есть, там, ну, скажем, в воскресенье ничего не делаешь, с понедельника по субботу. 3 дисциплины, например, там, понедельник плавание, вторник велик, среда бег, там, да, и повторяется это 2 раза за неделю. А потом это все увеличивается. К концу я уже, ну, у меня было вместо 6, где-то иногда там доходило до 20-22 часов в неделю. Плюс к этому еще огромное количество времени уходит на, собственно, там, подготовку, там, подготовить велосипед, я не знаю, просто собраться, пойти в бассейн, перейти из бассейна, принять душ, ну, вот это вот все просто, ну, это, грубо говоря, полноценная работа, и, конечно, это очень сложно делать, когда у тебя еще, ну, сама, собственно, работа есть, да, то есть в этом плане идеальное было время, чтобы подготовиться и это выполнить. Если бы я это делал в то время, пока у меня еще был Детонайз, конечно, это было бы, ну, нереально, я думаю. Но ты чувствуешь, тебе это больше помогло укрепить здоровье? Или в какой-то момент, ну, уже, может быть... Я думаю, что сами тренировки, они, конечно, очень помогают. То есть я там замерял, ну, какие-то простые даже показатели, там, пульс, состояние покоя, да, я когда начинал, у меня там был в районе 65, там, к концу у меня был 52, по-моему. То есть, ну, это означает, что твое сердце настолько натренировано, что не надо так часто биться, чтобы кислород переносить там по мышцам и так далее. То есть, ну, давление, я не знаю, все, что можно там померить. Ну, я очень много скинул веса за это. Ну, не очень много, но скинул 7 килограмм, что, ну, для меня довольно-таки существенно. Вот, то есть улучшились показатели по, ну, композиции тела, так называемые. Это все можно легко померить, и в этом плане была 100% польза.
То, что, наверное, не столько полезно, это сама гонка, потому что, ну, за день, у меня это заняло там около 13 часов это все сделать. И, конечно, это большая нагрузка на организм, которая, ну, 2 недели, и после этого я просто лежал на диване и не хотел никуда вставать, ничего делать. Да, то есть после этого, конечно, надо долго отдыхать. И, ну, говорят, что больше там 1 в год лучше не делать, если там ты не профессионал. Ну, и я подумал, что, слава богу, с первого раза я успешно это выполнил. Буду ли я еще делать, не знаю. Может быть, как-то там захочется, не знаю, какая-то гонка особенная будет. Ну, пока в планах нет. Ты говоришь, здоровье важно, но когда ты работал над своим стартапом, у тебя, по сути, не было времени много на здоровье. Вот следующее твое приключение, бизнес-приключение, если это оно будет, будешь ли ты больше уделять здоровью и как? То есть как ты думаешь, идеально было бы сочетать? Слушай, на самом деле сложно сочетать, да, когда у тебя стартап, как бы у тебя времени мало на все, у тебя даже, ну, допустим, найдешь ты там время что-то позаниматься, но у тебя чисто даже вот моральных нету сил, наверное, чтобы, ну, вплотную заниматься там планированием своих тренировок там и так далее, да, то есть у тебя вся твоя какая-то смысловая, умственная нагрузка идет на твой стартап, да, потому что, ну, по статистике, там, 95%, по-моему, недавняя статистика стартапов, они, ну, банкротятся или их там покупают за гроши, там, или еще как-то, то есть они заканчивают ничем, и чтобы преодолеть вот эти, ну, как сказать, шансы, то есть все против тебя настроено, да, то есть это очень сложно сделать успешный стартап, и как бы нельзя его делать, ну, в полусилу, да, надо полностью на 110% себя отдавать, и, естественно, в это время не остается ни на что другое практически никакого времени, там на семью мало времени получается, на отдых, на тренировки, и, ну, это просто, ну, такова жизнь, то есть надо с этим смириться, и если ты делаешь стартап, просто надо иметь в виду, что как бы это какие-то жертвы будут в процессе построения стартапа, от этого никуда не деться. Давай про стартап еще. Как ты понял, что вот пора продавать его? Как произошло вообще вот этот процесс? Ну да, ну на самом деле в большинстве случаев, да, стартапы это не картошку на рынке продавать, да, ты принес там на огороде выкопал, принес и продал, там поставил свой ценник и так далее. То есть люди думают, что как только захотел продать стартап, это можно взять и его продать. То есть на самом деле это далеко не так. И далеко не все даже успешные стартапы могут продаться, потому что, ну, очень много должно сойтись, я не знаю, звезд на небе, чтобы это произошло. Ну, к счастью, звезды сошлись, да, то есть, во-первых, должен быть, ну, стратегический покупатель, да, какая-то компания, ну, намного больше твоей, которая заинтересована в твоем, ну, как правило, в твоем продукте или в твоих клиентах, и они понимают, что у них недостаточно времени, чтобы самим это построить, да, то есть у них альтернатива либо купить тебя, либо что-то такое делать внутри компании, либо купить твоих конкурентов каких-то, да, и, то есть, для того, чтобы тебя купили, ты должен быть лучший в своем деле, ты должен показать, что, ну, у тебя есть солидный клиент, там, ну, и так далее, да, солидная выручка, и при всем при этом у них должна быть какая-то внутри компании инициатива, да, или какой должен быть человек, который бы сказал: слушайте, нам надо эту компанию купить, да, и потом договориться о цене. То есть вот чтобы все эти составляющие как-то совпали, такое бывает очень редко. Ну, наверное, у каждого стартапа, дай бог, там найдется, ну, не знаю, 3-5 потенциальных покупателей, и чтобы вот у них вот это все сложилось как-то, это, ну, должно повезти. Я считаю, что нам очень повезло. Вот. Как я к этому дошел? Ну, в принципе, у нас в компании все время были, ну, взлеты, падения, менялась экосистема вокруг нас и так далее. И вот последнее время я заметил, что сильно начали закручивать гайки в плане даже законопроектов каких-то. Допустим, в Европе приняли проект, по которому, так называемый GDPR, по которому
нашим европейским клиентам очень сложно стало пользоваться нашим продуктом. То есть они продолжали находить там технологии, которыми пользуются другие компании, но при этом они не могли напрямую писать имейлы. То есть им нужно было какое-то разрешение. И, в общем, я заметил, что потихоньку начали там люди отписываться, либо нам надо было предлагать им какие-то совершенно там нелепые условия, да, чтобы их оставить у себя. И, мне показалось, это такой первый шаг в сторону вот того, что в Америке, скорее всего, где было, наверное, 85% наших клиентов, что я подумал, что рано или поздно в Америке такая же ситуация может случиться, и, это как бы был такой знак, что стоит об этом задуматься. Вот. Потом, собственно, какие-то, как я сказал, то есть звезды начали сходиться. Наша компания, которая нас купила, у них поменялся CEO, и как только пришел новый CEO, он сразу сказал, что... То есть он посмотрел на то, что не хватает в их компании, он понял, что мы это делаем лучше всех в мире, и они заинтересовались, мы там договаривались о там, конкретных уже цифрах, договорились, и все это случилось, да, то есть если бы не было нового CEO, может быть, это все бы так продолжалось еще там годами, да. Вот, то есть, благоприятная обстановка сложилась, и было предложение, я решил, что пора, и, в конце концов, как бы я говорю, были другие какие-то планы на жизнь, там, и там, в личном плане и так далее, то есть, я считаю, было оптимальное время для продажи, и все случилось. Торговались? Конечно. Кто же не торгуется? Конечно, торговались, и понятное дело, что они всегда предлагают низкую цену, мы всегда хотим высокую, и всегда стараемся, всегда компании, которые продаются, они стараются найти еще альтернативы, да, то есть, допустим, у того, кто покупает, есть альтернатива купить наших конкурентов. Мы, с своей стороны, должны найти других потенциальных покупателей, и в идеале бы начался какой-то процесс аукциона, да, то есть эти говорят, мы вас купим там за столько-то, а мы говорим другим, что вот нам предложили столько-то, давайте перебивайте, да, и, в принципе, самые успешные сделки, там, кто там читает какие-то блоги и так далее, где пишут про там миллиардные покупки, они, в 100% это происходит именно так, то есть это цена, которая, кажется нереальной, а почему это происходит? Потому что несколько потенциальных покупателей начинают сражаться за вот этот стартап, и в итоге это как бы цену все выше и выше и выше делает, и в итоге получаются вот такие астрономические суммы. Вот. То есть в нашем случае мы смогли создать конкурентную среду, я там не могу подробности рассказывать, но в итоге получилось очень благоприятно, и мы, в принципе, за довольно-таки недолгое время, опять же, я знаю, что у многих людей такое представление, что это происходит там за 2-3 дня, там можно это сделать. Это происходит минимум, я знаю случаи, где 3 месяца это происходит, но это обычно 6-9 месяцев. Этот процесс продолжается, и очень часто эти процессы там разваливаются, да, там на половине этого процесса, там, я не знаю, уходит кто-нибудь, там, человек важный, они там приостанавливают бюджет, там, их могут купить в это время. То есть столько всего может произойти, и вот все это время нужно, выполнять какие-то их требования, предоставлять там финансовые документы и так далее, и так далее. То есть это долгий процесс был, слава богу, закончился, и мы справились со всеми их требованиями. Я понимаю, что ты подписала некоторые бумаги, которые ты не можешь разглашать. Когда ты сможешь рассказать? Нет, в принципе, не могу рассказать. Я не могу сказать, что я одобряю эту политику. Компания, которая нас купила, они настаивали на этом, потому что, в общем и целом, как бы они не хотят, чтобы конкуренты видели вот эти вот их телодвижения, да, и если это публичная компания покупает, то они обязаны это в своих там документах, отчетностях, там, годовых, и то умудряются они зарыть эти все покупки, да, и там каким-то образом там представить. Финансовые хитрости всякие. Вот. В нашем случае это была не публичная компания, поэтому у них не было таких требований, и они решили это не разглашать. В принципе, я понимаю, почему. Вот, поэтому
все, что я могу сказать, что был успешный экзит, но конкретные цифры не могу назвать. Кстати, после этого их уже тоже купили, другая компания, Discover.org, и они прежде всего занимаются продажей контактов. Вот, образовалась такая мега-компания, которая, просто очень успешная. Вас нашли или вы искали? Скажем так, мы дали понять, то есть можно как бы не особо афишируя, но когда ты долго в этой среде варишься, то ты знаешь людей, люди знают тебя, все друг с другом разговаривают, вы на тех же самых конференциях, там, как дела, туда-сюда, и как бы можно ненавязчиво дать понять, что мы бы, в принципе, были бы не против, и, это такая игра, это все равно, что, там, я не знаю, на свидание ходить, то есть какие-то такие телодвижения, один что-то сказал, другой что-то понял и так далее. То есть это, в таком вот танце продолжается какое-то время, потом они говорят, слушай, приезжай к нам в офис, сделай нам презентацию, там, так далее. После этого уже там сам процесс начинается. Но, в принципе, можно дать сигнал, и если люди заинтересованы, они обычно за такое хватаются. А потом уже можно как бы довольно-таки открыто, то есть, допустим, когда уже есть там первое предложение о продаже, или о покупке с нашей стороны, то можно уже там идти к конкурентам каким-то и говорить, ребят, вы заинтересованы, если нет, мы его как бы продадимся. Но они, соответственно, они в любом случае будут заинтересованы, просто чтобы сделку затянуть, потому что они не хотят, чтобы конкуренты... в общем, собственно, из-за этого тоже продолжается процесс так долго, потому что все вот эти вот вещи, особенно в больших компаниях, они очень долго протекают и занимают какое-то время. Сколько у вас было сотрудников на момент продажи? На момент продажи, я думаю, у нас было в районе, мне кажется, 80-85 человек. Большой путь проделали после тех трех, с тех пор, как у нас было интервью за тот год. Вот мы с 3 выросли, по-моему, до 14. И это 2014. В 2015 мы выросли с 14 до 65. И после этого это было, значит, 15. И в 16-17 у нас, тогда у нас случился спад небольшой, и мы потеряли очень много сотрудников в какой-то момент. То есть, там была одна фишка, мы начали терять, очень много клиентов, и мои сотрудники просто, начали уходить. И был довольно-таки тяжелый период, который нам удалось преодолеть. Там вот где-то в 2017 году, в конце 2017 года, то есть у нас даже в какой-то момент выручка наша начала падать. То есть мы росли, и потом такая волна произошла. То есть потом мы начали терять выручку. Мы даже в какой-то момент у нас было сокращение. Мы 14 сотрудников нам пришлось уволить. Это было, по-моему, в конце 2016 года. То есть совсем такие были, темная полоса. И потом мы пересмотрели там все наши процессы, мы пересмотрели людей на ключевых постах, мы начали более, детально подходить к каким-то нашим, вещи, которые просто, когда ты быстро растешь, не замечаешь, происходит что-то и происходит. А когда уже понимаешь, что что-то какое-то есть торможение, то начинаешь уже более детально всматриваться и думать, что не работает. В общем, мы пересмотрели очень много всего, и к концу 2017 мы снова начали расти, сделали много улучшений в продукте, и то есть мы, благодаря тому, на самом деле, что мы довольно-таки нетипичный стартап такой был, потому что мы подняли деньги от очень хороших инвесторов, но все это время мы старались не тратить больше, чем мы зарабатывали. То есть мы всегда старались быть в небольшой прибыли, и это нам помогло оставаться на плаву, даже когда дела пошли, все пошло наперекосяк. То есть у нас был достаточный запас денег в банке, у нас было достаточно клиентов, чтобы нам какой-то... То есть нам не надо было то есть обычно почему стартап обанкрочивается или закрывается, что они просто не могут поднять следующий раунд финансирования.
И в нашем случае это было нерелевантно, потому что мы могли просто использовать вот те запасы, которые мы скопили, и благодаря этому мы выжили. Только благодаря этому. И, собственно, мы стали очень прибыльными в какой-то момент. Дошло до того, что мы начали, вот как раз в 2017 году, мы начали часть своей прибыли разделять между сотрудниками. То есть все сотрудники, которые у нас работали раз в квартал, то есть мы говорили, что 50% денег, которые мы заработали, ну, чистой прибыли, мы оставляли в компании, и остальные 50% мы просто раздавали сотрудникам. Вот. Это очень сильно повлияло на мораль внутри команды, и то есть люди начали работать как одна семья, да, и при этом появилось какое-то чувство ответственности перед сотрудниками, да, то есть ты не мог там сидеть, ничего не делать, да, потому что, ну, люди видели, как бы, что ты не работаешь, да, и, грубо говоря, то есть кусок хлеба делился среди всех, и если кто-то там не выполнял свою работу хорошо, это было видно, и люди как-то говорили, ну, типа, чувак, давай-ка. У нас в этом плане очень хорошие сотрудники появились, и вообще команда стала очень дружной. Мы также открыли 2 офиса. Мы открыли сначала офис в Питере, тоже нам очень сильно помогло, потому что вообще в долине, в Кремниевой долине, где мы находились на тот момент, текучка кадров просто сумасшедшая. То есть это постоянная конкуренция между компаниями за кадры, и они предлагают, ну, не просто даже вот там, ну, могу назвать цифры, там, 40-50 тысяч долларов предлагают просто бонус, что ты к ним вот пришел работать. В первый день единоразовый бонус, в первый день тебе выплачивают там 40-50 тысяч долларов. Серьезно? Да, то есть у нас переманивали таким образом программистов, и мы решили, то есть вместо того, чтобы нанимать кого-то, кто уходит от нас в Сан-Матео, где мы находились, кто-то от нас уходит в Сан-Матео, мы нанимаем человека на его место уже в Санкт-Петербурге. И это очень хорошо работало, потому что, ну, во-первых, это лояльность людей в Петербурге была, ну, просто несравнимая с теми, кто был в Сан-Матео. И, естественно, для нас это было, ну, несоизмеримо по зарплатам. То есть зарплата, понятно, в Питере гораздо ниже, чем в Сан-Матео. А качество российских программистов нисколько не хуже качества программистов в Кремниевой долине. Мы, понятное дело, в Питере тоже старались платить как бы очень адекватные зарплаты, и мы нанимали людей, которые действительно там, топовые в своих позициях были. И нам это очень сильно помогло, и питерская команда у нас была просто супер. И на волне этого успеха еще потом открыли филиал в Казани, где мы нанимали на работу в основном студентов, которые ну, в свободное от учебы время приходили, работали на нас, они делали ручную проверку данных. Вот. Таким образом, причем там мы нанимали для них репетитора по английскому, и то есть для них это была такая первая работа, даже пока они еще учились в университете там, в Казани, и огромный опыт для них был, и люди были очень довольны. Вот, к сожалению, после покупки, после того, как купила, даже после того, как уже Discover купила ZoomInfo, да, они решили, что им эти офисы не нужны, они их закрыли. Но команды там были супер. Вот, то есть, ну, таким образом мы с помощью вот этих всех мер пережили этот кризис, вышли на суперприбыльность, и в конце концов вот, появилась возможность продажи, и мы хорошо продались. В одном из своих предыдущих интервью ты говорил о том, что вам инвесторы не нужны. Да. Расскажи, как вы пришли к тому, что все-таки вы подняли инвестиции, и для чего? Ну вот да, на тот момент у нас, опять же, была прибыльная компания, то есть я старался с самого начала так делать, да, и, собственно, нам они были не нужны ни тогда, ни потом. Значит, что произошло, что вот если делаешь, я считаю, если делаешь хороший продукт, то к тебе потянутся и клиенты, и сами инвесторы тоже начинают тянуться, потому что клиенты, которые вот нашим продуктом пользуются, они точно так же разговаривают, у них там есть встречи с инвесторами, да, инвесторы спрашивают, ну что вы новое там используете, что сейчас модно, что сейчас актуально, да,
И когда наше имя там всплывает несколько раз, но инвесторы нам и сами пишут и говорят, ну, давайте поболтаем. Мы говорим, не-не-не, нам не нужны инвестиции. Они говорят, да не, но он когда-нибудь им точно понадобится. Давай, приходите, там у нас на ланч, там трали-вали, всякими заманиваемыми штуками. И да, нас заманили, и сначала мы отказывались. Заманили, да. Мы отказывались напрочь. В какой-то момент у нас такая ситуация произошла, что мы начали продавать наш продукт довольно-таки большим уже публичным компаниям, и они не хотят иметь дело вот с этими там месячными платежами там, и так далее. То есть они говорят, так, ребята, короче, контракт на 3 года, там, ну, допустим, скажем, $100 тысяч в год, и там, на 3 года мы забываем про всякие... Им самим не хочется это делать, там у них всякие вот эти бюрократии внутри компании. То есть они хотят на долгий срок, большие деньги, но при этом они говорят, слушайте, ребята, у вас тут 6 человек работают какие-то, да, там в гараже вы все там сидите, вы сейчас возьмете наши, там, ну, грубо говоря, 300 тысяч, уедете на Гавайи, потом где вас там искать, то есть кто вы такие, про вас никто не знает, вы деньги не подняли, в Кремниевой долине никто деньги... То есть так, это вообще не слыхано, да? Да, это нонсенс. Вообще, что с вами не так? И мы просто подумали, что ну ладно, давайте, раз как бы такая пошла пьянка, ну давайте посмотрим, может быть, мы там сможем как бы хорошо поднять деньги. И, значит, у нас была цель, чтобы поднять... То есть у нас цель была не деньги получить от инвесторов, а ну, какую-то вот, можно сказать, чтобы с нами разговаривать как с серьезными людьми, да, какой-то такой... Доверие больше. Да, доверие, вот приобрести доверие за счет хороших инвесторов. И мы решили, что мы просто хотим вот самых известных инвесторов, которые на тот момент были, это Google Ventures, прежде всего, это был, ну, наверное, самый, вот, сколько это было, 5 лет назад, может быть, до сих пор они, наверное, считаются одним из лучших и известных в Кремниевой долине инвесторов. То есть мы с ними договорились. Здесь у нас такой появился известный персонаж Марк Кьюбан. Он ну, в своих кругах очень известный, ты наверняка его знаешь. Он, да, он на телевидении в Америке везде, и большая харизма у него, да, то есть все его знают, большинство его любят. И, в общем, мы смогли найти такую кучку инвесторов, которая была... Значит, с одной стороны, были очень известные люди, с другой стороны, были очень такие стратегические люди, то есть, которые в нашей области многое там уже сделали. И мы индивидуально нашли несколько человек, то есть это не VC, да, фирмы, а уже как бы angel инвесторы, которые тоже были очень для нас релевантны. И, в общем, вот мы собрали такую кучку, синдикат такой, и закрыли раунд, договорились на самые благоприятные, какие только можно условия. То есть, допустим, одним из моих условий было, что в 99% случаев, когда поднимают стартапы деньги, у инвесторов есть право заблокировать продажу компании. Я не знаю ни одного случая, кроме нашего, когда такого бы не было. Вот. То есть мы сразу сказали, что так, ребята, нам это не подходит. Хотите в нас вложить, для нас это как бы условие неприемлемо. Если мы захотим продать компанию, мы продаем компанию. Да? Ну, при этом у них есть там всякого рода защита, чтобы их там деньги не потерялись, да, но вот такие вещи мы смогли выбить. У них не было ни одного места в совете директоров, то есть они могли просто наблюдать там, как компания ведет свою деятельность, но они у них не было права голоса, то есть они были своего рода пассивные инвесторы. И, ну, оглядываясь назад, если бы я мог, я бы на самом деле им больше дал контроля, и чтобы они больше участвовали. Так они были довольно-таки пассивными, и не могу сказать, что они прям вот так много помогали, да. Ну, на самом деле, нам от них было нужно имя, прежде всего, а не их какая-то помощь. Таким образом, мы поменяли свою позицию, мы закрыли один единственный раунд, добавили там 1,8, ну, почти 2 миллиона, короче, на банковский счет. То есть нам это тоже какая-то подушка безопасности, да, на черный день служила, но мы деньги эти особо не тратили. То есть вот, когда там случилась черная полоса, мы как бы в них лезли, но потом мы быстро вернули туда, да, на черный день. И продолжали быть прибыльным стартапом, находясь в Кремниевой долине, что
опять же, большая редкость. Вы, по сути, поднимали вообще не ради денег, а ради имени, ради экспертизы, да, этих да, credibility называется по-английски, то есть это нам нужно было, чтобы вот у нас на нашей страничке там про нашу компанию говорилось, что в нас вложили деньги такие-то, люди это видели, мы это везде там, когда мы посылали, например, договор по продаже продукта, да, мы там включали, там, что Марк Юбан про нас вот такое-то сказал, там, Google Ventures. То есть люди видели, что мы там не просто, как я сказал, 6 человек в гараже, которые сидим, а уже солидная компания, да, им это привычно, Кремниевая долина, все понятно, инвесторы, все дела, как бы есть с кого спрашивать, если что. Вот, нам это помогло. А работа и жизнь до поднятия и после поднятия вообще как-то сильно изменилась в вашей компании? Я бы сказал, не с точки зрения она изменилась, но не когда мы подняли деньги, а когда начался вот этот период бурного роста. То есть вот руководить командой из 5 человек – это совсем другое дело, чем руководить командой из 60 там, или 80 человек. Просто совершенно другие обязанности. День проходит совершенно по-другому. Когда у нас было 5 человек, по-моему, даже, мне кажется, что первого программиста мы наняли 6-го или 7-го человека, я боюсь соврать, то есть первые 4 человека, которых я нанял, они все занимались продажами. То есть я продолжал писать продукт, я продолжал каждый день там, пушить код и так далее, и я им сказал: так, вы идите продавайте, я все буду делать сам, да, и, они там продавали, у нас человек был ответственный, то есть за продажи полностью, они ему подчинялись непосредственно, и я продолжал заниматься, в принципе, своим любимым делом, писать код, до сих пор мне больше всего нравится. Когда появилась в компании там уже 30 человек, то, понятное дело, я там уже как-то так, поскольку, и, очень много было встреч, там, на самом деле, сейчас мне уже не кажется, что это очень много было. На тот момент казалось, что как много встреч, там, 2 встречи в день, это вообще было, там, ужасно уставал после этого. А когда 80 человек, то есть там уже мне наши программисты сказали: так, чувак, больше ничего не пуши, фигню свою, заканчивай. Да, они там, мы наняли очень хороших людей, которые гораздо лучше меня в этом разбирались, и, понятное дело, у меня было других обязанностей полно. И тогда уже, конечно, там в основном обязанности просто доносить до людей, да, какую-то общую политику, да, куда мы движемся, какие-то там строить там планы, прогнозы, давать понять людям, там, что они делают правильно, что неправильно, и в каких-то, конечно, участвовал там в процессах по продаже, какие крупные, если клиенты были, но, по сути дела, это совсем не то, чем я занимался вот на начальных этапах, и, соответственно, вся жизнь вокруг этого вращается, и чем крупнее компания, конечно, тем, как мне кажется, больше стресса. Особенно вот если с самого начала ее растишь, да, там, может, некоторые люди могут как-то абстрагироваться, да, на мелочи там не обращать внимания, там, да, какой-то там клиент недовольный там чем-то, и ты там скажешь, там, разбирайтесь там сами. А я просто человек, который до мелочей докапывается, и приходилось там влезать куда надо и куда не надо, да, уже потом понимаешь, что, в принципе, люди лучше тебя разберутся, но это очень сложно абстрагироваться, поэтому добавилось куча стресса, и, конечно, времени на это уходило больше, там, по 80 часов работал без выходных, и по 80 часов иногда получалось в неделю, это двойной рабочий день, можно сказать так, то есть с утра встаешь, там, с России всегда, поскольку временные зоны, они смещены тогда, то есть с утра, там, с 6 утра начинаются там переговоры какие-то с Россией, и заканчивается там это поздней ночью, там, когда там какие-то клиенты надо письма ответить или еще что-то, то есть работы было много, конечно. Как Саша реагировала? Саша очень, жена моя, да, очень всегда меня поддерживала, и, конечно, семейная поддержка очень важна. То есть, если супруга или супруг не одобряет этого или не понимают, да, ради чего это все, то, конечно, очень сложно, потому что это огромная
количество времени, огромные жертвы приносишь ради стартапа, да, и, конечно, и особенно после рождения ребенка, да, это все, ну, такой баланс, да, то есть надо, с одной стороны, вести бизнес и быть успешным предпринимателем, с другой стороны, хочется быть хорошим мужем и отцом. И, конечно, поддержка семьи имеет огромное значение, потому что даже вот морально, когда приходишь домой после тяжелого трудового дня, и ты получаешь какие-то слова поддержки, и ну, всегда есть какое-то, я не знаю, сомнение, да, что хороший ли ты CEO, все ли ты делаешь правильно, там, чем больше компаний, тем больше ты получаешь критики, да, там, каким-то людям не нравится, не знаю, политика там какая-то, да, кто-то начинает, и, конечно, постоянно вот под этим стрессом жить сложно, и там слова одобрения или слова поддержки от супруги, они очень важны, и, ну, как бы мы в этой лодке плыли вместе на протяжении этих 7 лет, это, конечно, очень важно, но, с другой стороны, она понимала, что всегда у меня была цель вот, продажи компании в конечном итоге и выход на пенсию, и сейчас я наверстываю как могу упущенное, то есть с женой, с детьми, много времени вместе проводим, и ну, как бы все закончилось очень хорошо. Приятный дом у вас. Дача. Дача. Классно то, что вы перебрались. Как жизнь в Северной Калифорнии и в Южной Калифорнии? Насколько разница ощутима и где вам больше нравится? Наверное, надо упомянуть, что мы сейчас конкретно находимся в местечке под названием Big Bear Lake, что где-то 2 часа езды от нас. В горах это горнолыжный курорт, где мы купили, как мы называем, ласковой дачей, вот небольшой домик здесь, куда мы можем вот в зимнее время приехать и насладиться снегом ненадолго, и через 3 дня он обычно нам надоедает, мы возвращаемся обратно в свои 20 градусов с плюсом, да. Вот. Что касается какой-то разницы между Северной и Южной Калифорнией, я думаю, что, я не знаю, вся ли такая Северная Калифорния или именно Кремниевая долина, да, такая, но там ритм жизни, конечно, бешеный, да, то есть люди, ну, я, в принципе, к этому очень привык, и мне этого на самом деле здесь не хватает, то есть люди делают все быстро, эффективно, даже это выражается, не знаю, как они ходят по улицам, как они водят машины, да, как они, я не знаю, с клиентами обращаются, там, ты приходишь, не знаю, в парикмахерскую или там к врачу или куда-то, то есть в Южной Калифорнии все очень кажутся после этого расслабленными, да. Ведешь машину, там кто-то что-то там сидит, мечтает, там, да, или там куда-то на кассу подходишь, там люди могут, перед тобой человек стоит, они там с ним 5 минут пообщаются ни о чем, да, в это время ты стоишь, ждешь, пока он там отойдет, чтобы тебе пробили, да. И это, конечно, вот этот ритм, да, он свойственен большим городам. В Нью-Йорке я очень много бывал, то есть то же самое. Вот этот ритм жизни, он, конечно, бешеный. И хорошо в таком ритме жить, когда вот у тебя стартап, он тебя подхлестывает, ты этим живешь, ты постоянно дышишь этим воздухом, и тебе вот этот драйв, он тебе помогает. Когда ты уже от дела отошел, то все-таки хочется чего-то более спокойного, да. Иногда все равно вот такой заряд, он присутствует, но в принципе мне нравится там, где мы сейчас живем, очень расслабленно. Мы прям на берегу океана, постоянно видишь там серферов или там люди вот занимаются триатлоном, бегают, велосипеды кругом, то есть очень такой спокойный, размеренный ритм жизни, и вот для моей ситуации сейчас он подходит идеально. Ты прошел стадию, когда ты был один-единственный сотрудник, и до стадии, где 80 с лишним человек. Я так понимаю, что тебе нужно было самому очень сильно внутренне перестроиться для того, чтобы, во-первых, управлять всеми, во-вторых, компанию вести в нужное русло. Какие-то, возможно,
привычки тебе необходимо было приобрести? Вот расскажи, какие вот эффективные привычки CEO? Ну да, нет, это, конечно, я на самом деле не знаю, у меня как-то с детства это выработалось, что я, в принципе, человек очень эффективный, и это на работу передалось, да, там, я не знаю, вот, какой пример, допустим, я когда встаю с утра, да, у меня несколько вещей сразу в параллель там идет, там, готовится завтрак на плите в это время, там, я умываюсь в это время, имейлы в это время, то есть у меня как бы многопоточность вот эта, она, в принципе, и в быту, да, и на работе. И она, конечно, очень помогает. То есть, опять же, чтобы сделать успешный стартап, очень много вещей должно сложиться хорошо. И если не делать какие-то вещи эффективно, как бы это, можно про это забыть. Я знаю нескольких людей, да, которые, как они говорят, они делают стартапы, то есть они над чем-то работают, но то есть идут года, да, и они там продолжают, не знаю, шлифовать продукт, там, улучшать код там, и так далее. И в этом плане я вот считаю, например, что как бывший программист, я не знаю, и можно ли так сказать, то есть, скажем просто как программист. Программистов бывших не бывает. Бывших не бывает, да. Вот этот баланс, да, то есть я знаю, например, что вот то, что я сейчас пишу, да, какой-то код, он не очень эффективный, там, не очень правильный, и если там кто-то другой на это посмотрит, он просто придет в ужас. Но я понимаю, что с точки зрения бизнеса мне нужно, там бывало, что я за выходные какую-то фичу, да, которую мне клиент попросил сделать, причем там вскользь упомянул, слушай, вот если бы у вас вот это было бы, вообще было бы классно, да. Я сижу на выходных, это делаю, в понедельник ему это презентирую, он говорит, мы клиенты на жизнь. Вот просто возьми наши деньги, и как бы просто люди видят, что они заботятся, да, что к ним такое отношение, и всегда это очень нравилось клиентам. То, что там не самый лучший код, да, я как бы признаю, но в этом особенность стартапов, надо очень быстро двигаться, очень эффективно работать, и вот этот баланс, то есть совсем, конечно, фигню делать нельзя, да, это потом как бы скажется. Очень много времени проводить, там, полируя все там, делая просто, как бы, чтобы просто все было классно, тоже нельзя, потому что, как бы, время идет, и это всегда надо успевать. И вот этот баланс соблюдать очень важно. И всегда я старался это делать. Это необходимое, но недостаточное условие для построения любого стартапа. То есть, если у тебя этого нету, я думаю, что тебе будет очень сложно, практически невозможно сделать успешный стартап. Если у тебя это есть, хорошо, но этого недостаточно, нужны еще какие-то качества, нужно огромное усилие, трудолюбие и просто какая-то даже в какой-то момент нужно на самом деле психологическую устойчивость, потому что, как я сказал, всегда бывают спады и подъемы, и надо иметь холодную голову, когда подъемы, и не бить себя в грудь и не говорить, что ты там лучше Стива Джобса и Илона Маска, да. И с другой стороны, когда есть падение, нельзя слишком себя за это критиковать, надо всегда держать голову наверх, особенно когда ты CEO, люди на тебя смотрят, ты приходишь в офис, надо поддерживать улыбку на лице и говорить, что все будет хорошо, да. В этом плане, конечно, я многому научился во время того, как я строил DataNice, и вот эти качества, они мне сильно помогли добиться вот того, чего мы добились. Вот сейчас ты на пенсии. Да. Во сколько ты встаешь? Ой, как получится, но сейчас у нас новорожденный ребенок, поэтому старшего я отвожу в школу сам, в детский сад. И ему надо там быть к 8, то есть я встаю в районе 7. Я всегда любил жить по какому-то ритму, да, то есть у меня нет такого, что в одну ночь я там до 2 часов сижу, фильмы смотрю, а в другую ночь не. Мы всегда ложимся в одно и то же время, встаем в одно и то же время. Будильником я не помню даже, когда я пользовался, наверное, когда на самолет куда-то надо или еще что-то, то есть всегда я встаю как бы сам по себе. Сколько ты спишь?
часов 9. Совет от жаворонка совы. Я думаю, что неважно, жаворонок ты или сова, но важно найти время, в котором ты наиболее продуктивный, и это время использовать с максимальной пользой, то есть в это время делать вещи, которые требуют максимального фокуса, да? То есть, например, я знаю, что я с утра очень продуктивный, после обеда я даже, у меня, особенно если я плотно там пообедаю, у меня в сон клонит, и как-то совсем, то есть я не могу ничего такого, прям совсем важного делать после обеда. То есть во время детонайс я вставал рано, и я старался свой день структурировать таким образом, что у меня все мои там встречи и какие-то там, заседания, скажем так, неважно. Короче, они все были во второй половине дня. Что мне особо там, сидишь, что-то там слушаешь, принимаешь решения, но это не настолько важно было. А, допустим, какая-то важная у меня там, я не знаю, вот сегодня я ставлю там, завтра мне нужно сделать, я не знаю, план на следующий год по росту нашему, утрированию, примерно, да, там, сколько мы хотим вырасти. То есть я сажусь, максимально фокусируюсь, там, на 2 часа я выключаю все там, чаты, имейлы, телефон полностью в авиарежиме, то есть ничего меня не может отвлекать. Я сажусь, я это делаю, потому что я знаю, что я наиболее продуктивный в это утреннее время. Все, я сделал, я доволен, что задача на день выполнена. Потом можно уже делать какие-то другие дела, там, скорее всего, что-то запланировано в этот день. Но, по крайней мере, я знаю, что свое наиболее продуктивное время я потратил на наиболее важный проект. После этого, в принципе, можно немного расслабиться. То есть, если ты сова, и ты знаешь, что, допустим, у тебя самое продуктивное время там с 9 вечера до 12 ночи, условно, да, то есть тогда бы я просто в это время пытался какую-то такую работу сфокусированную делать, а в остальное время, там, с утра, пока раскачиваешься, делать что-то такое не очень важное, и я думаю, что это такой оптимальный баланс, для каждого он находит свой, и насколько это ему удается или нет, это уже зависит от сторонних факторов. Будучи CEO, конечно, это легко, потому что ты можешь всех других подстроить под себя. Будучи, допустим, там, каким-нибудь директором, да, или, тебе начальник сказал, вот в это время у нас встреча, то, хочешь, не хочешь, ничего не сделаешь. У нас встреча, то, хочешь, не хочешь, ничего не сделаешь. Сейчас как твой день выглядит? Ой, расслабленно выглядит. До ноября, до конца, то есть вплоть до прошлого месяца были тренировки в основном, да. Так сейчас, то есть старший сын, которому 4,5 года, сейчас на мне в плане детского сада, там, да, или куда-то какие-то там, бывает кружки иногда привести-увести, то есть это какое-то время занимает. Я занимаюсь там побочными проектами, допустим, у меня небольшие там идеи с недвижимостью, в том числе в России, в том числе в Сан-Диего. Собственно, этот дом мы купили, тоже я этим занимался. Сейчас стараюсь, опять же, наверстать время, да, общаться с друзьями, которые в России остались, как можно больше, с семьей. Тоже у меня мама и сестра в России, и у сестры семья там тоже. Пытаюсь наверстать какое-то время, которое я отдавал полностью работе, сейчас на какие-то такие вещи. Вообще в таком вялотекущем режиме проходит, то есть какие-то хобби я периодически там, сейчас я плаванием усиленно занимаюсь, хочу получить 3-й разряд по плаванию в следующем году, не знаю, получится или нет, это время покажет. А 3-й это самый низкий, да. Первый, это самый начальный, да. Но я никогда плаванием в детстве не занимался, поэтому во взрослом возрасте, так же как с языками, какие-то новые умения, они очень сложно даются. Я, конечно, когда к Ironman готовился, я, хочешь не хочешь, там приходится 4 километра плыть еще и на открытой воде. То есть приходится учиться плавать, но там в основном на выносливость, а здесь это на скорость. То есть надо проплыть за определенное время, там, допустим, 100-метровку. То есть я сейчас 4 дня в неделю хожу в бассейн, наверное, 5 даже дней начну ходить. И куда-то время так все уходит, пообедать с женой, там, с детьми поиграть, и
Ну, как обычно у людей пенсия проходит. Ты, можно сказать, воплощение американской мечты. То есть приехал, завоевал, там получил. Ты же уже гражданин, да? Да. Получил гражданство, стартовал стартап, продал его успешно, купил машину, дом. Это все, очень в короткий срок достаточно по сравнению с другими людьми. Есть ли у тебя какое-то стремление помогать молодым стартапам, молодым бизнесменам, менторство какое-то, адвайзинг какой-то, что-то в этом плане у тебя есть? Да, есть огромное желание, и я, в принципе, сейчас этим занимаюсь, помогаю нескольким стартапам в разной роли, где-то официально, где-то неофициально, и, в принципе, стараюсь людям помочь. Стараюсь, чтобы, какой-то, как ты правильно сказал, опыт, он ниоткуда не появится, и те вещи, которые я на себе испытал, хочется их как-то передать другим людям, чтобы они, может быть, где-то там на моих ошибках научились, где-то, может быть, просто вдохновились, да, потому что, очень многие, я знаю, даже не верят в такую возможность, да, они думают, что такого не бывает, это не случается, или, знаешь, когда мне было 18-19 лет, и я подумал уехать в Америку, был такой форум «Привет», по-моему, назывался, который я просто зачитывался, и мне ужасно нравились вот эти истории успеха, потому что, они всегда как-то вдохновляют, да, ты видишь перед собой вот этот пример, и ты думаешь, слушай, я могу точно так же, да, или я могу еще лучше, и я его там обчитывался, и мне это помогло, это как бы психологически очень важно. И если я, конечно, могу кому-то помочь, где-то советом, где-то каким-то, я не знаю, просто словами поддержки, там, да, я всегда стараюсь это делать. Еще есть желание в какой-то момент просто написать серию статей или блог-постов, я не знаю, в каком это виде будет, либо скомпоновать это в какую-то, может быть, электронную книгу, да, просто описать этапы, что касается, допустим, иммиграции, да. То есть очень мало людей в этом разбираются, они не понимают, хочу я эмигрировать в Америку, и по понятным причинам, да, потому что если кто-то хочет развивать свой бизнес, там, да, стартаперские какие-то вещи, всегда их проще делать в Америке. Есть сейчас какие-то страны, которые подтягиваются, но все равно даже близко ничего нету, да. И ресурсов по иммиграции, по делу, их не так много, да, где это все скомпоновано, где хорошо объяснено, как это сделать, как получить грин-карту, как получить там рабочую визу и так далее, да. Что касается точно так же устроения компании и о том, о чем мы сегодня, в принципе, говорили, как быть более продуктивным, эффективным и так далее. То есть когда-нибудь, я надеюсь, соберусь и переборю свою лень и сяду, это все напишу. А пока постараюсь, чем смогу, помогу юным стартаперам, не знаю, там, советом, чем-то еще, менторством. Сейчас времени стало полно, поэтому, в принципе, этим и занимаюсь немного. Угу. А как они на тебя вышли, или как вообще этот процесс? Тебе кто-то постучался в личку, типа, помоги, есть совет, или это знакомый? Обычно, по роду деятельности просто очень много людей встречал, пока работал в DataNice. Понятное дело, что в этой области я наиболее продвинутый, да, я понимаю, конечно, про этот рынок я очень много знаю, я понимаю, как это все работает, то есть люди просто, которые тоже вертятся в этой индустрии, они ко мне обращаются за какими-то советами. Также сейчас несколько сотрудников, экс-сотрудников DataNice, я много раз всегда говорил, что у нас очень талантливые люди, то есть тоже люди начинают какие-то свои компании, и меня зовут в качестве там ментора или адвайзера. Иногда я выступаю в роли инвестора тоже. И я, конечно, хочу им помочь, потому что благодаря им мы добились успехов. И если я могу как-то их облагодарить своим временем или каким-то опытом или еще чем-то, я, конечно, всегда это делаю. Mm-hmm. Да, люди пишут иногда, и если я вижу, что я не могу помочь, да, то есть совсем тема для меня чужая, я просто сразу говорю, что извините, я просто в этом мало чего понимаю. Есть гораздо люди более продвинутые, там, более, скажем, в этой теме, которые
понимают намного больше меня, да, и лучше к ним идти и с ними общаться. Если что-то я вижу, что я где-то в чем-то могу помочь, я всегда руками и ногами за. Какой ты можешь дать совет, вот, допустим, люди на перепутье, так скажем, они где-то, может, сомневаются, где-то еще что-то, там, с тем же, ну, с любым вопросом, там, или миграция, или это создание бизнеса своего дела, как им можно было бы что-нибудь подсказать, что-нибудь, какой-нибудь совет мог бы дать? Ну, у меня всегда, я как бы действую по принципу, по-моему, Генри Форд сказал, что лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано. В случае с эмиграцией, например, я всегда говорю, что, ну, слушайте, приедете, попытайтесь. Если у вас что-то здесь не получится, всегда можно вернуться домой. Наверняка всегда остаются дома там родственники, кто-то, кто может помочь. То есть, ну, что самое худшее, что может произойти? Вы, скорее всего, выучите английский, вы, скорее всего, получите огромный опыт, вы, скорее всего, найдете себе новых друзей, посмотрите, как живут люди в другой стране, там, да, и так далее. То есть я не вижу минусов иммиграции в плане, по крайней мере, попробовать, и если что-то не получится, всегда можно вернуться. В случае со стартапами, то есть как бы надо оказаться правым только раз, да, то есть достаточно одного успешного стартапа, чтобы построить один успешный стартап, чтобы до конца жизни не волноваться о том, о своей зарплате, там, да, где-то надо идти что-то, там, деньги зарабатывать, что-то. То есть можно попробовать, я не знаю, 10 раз, ну, из 10 раз, и каждый раз, если делать какие-то уроки, да, если это, допустим, первые 9 раз неуспешно, но человек из этого сделал уроки, вывел какие-то уроки, какие-то новые знания получил, и 10-й раз у него получается, ну, значит, все эти 9 раз они того стоили. И поэтому, то есть, почему бы не попробовать, посмотреть, что-то получится. Конечно, всегда надо знать, где ты долбишься просто головой об стенку, а где просто надо, ну, перетерпеть какие-то, приложить больше усилий, да, вот этот момент, он, ну, непростой. Но, в принципе, лучше всегда попробовать и, ну, просто задаться вопросом, что самое худшее, что может случиться, если я попробую. И, как правило, самое худшее – это совсем неплохое, да, то есть, ну да, бывают люди, которые там теряют огромное количество денег, там, да, но надо же подходить с умом, да, и делать все поэтапно, то есть не надо сразу вбухивать там огромное количество денег, ну, как правило, люди, у которых такие вопросы, у них, как правило, там нету миллионов в банке, там, да, они первый свой стартап пытаются построить, и для них это просто вопрос времени, да, у них там обычно полноценная работа, и вот они думают, что как бы мне найти время, чтобы заниматься там своим стартапом. Ну, мы все через это прошли, да, там это как бы надо находить время, есть выходные, есть вечера, там надо пытаться что-то сделать, и, ну, под лежачий камень вода не течет, да, то есть, чтобы что-то построить, надо что-то начать, это, ну, первый шаг. Самое главное не бояться, в конце концов, вряд ли что-то такое может случиться, ну, совсем плохое, да, а опыт огромный получается, ну, любое новое начинание, оно приносит какой-то новый опыт. В случае с стартапами или с эмиграциями это опыт, который, ну, останется на всю жизнь, и в 99% случаев он очень полезный. Круто, спасибо большое. Да, спасибо тебе. Спасибо. Все понятно. Все? Запись пошла? Да. Ну, я себя в зеркало тоже вижу. Может быть, даже... Да погнали, какая там разница, чё. Давай. А то сейчас жены придут с детьми, Да, мы да. ничего не успеем. Давай, да.